Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. Все мы любим комбинезоны. Их разнообразие и вариативность фасонов позволяют нам создавать образы для различных поводов. От занятий спортом до торжественных мероприятий. Создать красивый, удобный комбинезон сложно, а создать идеальный облегающий комбинезон еще сложнее. Сегодня я покажу и расскажу вам, как создать удобный комбинезон в обтяжку. Основное, казалось бы, очевидное правило – шить облегающие комбинезоны нужно из достаточно эластичной ткани. Изначально нужно брать проверенные выкройки леггинсов и плечевого изделия. Я бы не советовала шить комбинезон по самому простому или быстрому методу построения. Перед созданием комбинезона потратьте чуть больше времени, сшейте пробные изделия брюк, в данном случае леггинсов, так как ткань эластичная, и плечевого изделия. Убедитесь, что оно идеально на вас сидит, подгоните под себя и уже после этого переходите к построению комбинезона. Начнем с корректировки леггинсов. Передняя часть, задняя часть. Начнем с вот этих точек. Мы их расширим на сантиметр и опустим на 1–1,5 сантиметра. Это нужно для удобства сидения. Я опущу на 1,5 сантиметра. Итак, вот моя новая точка по передней части. И вот моя новая точка по задней половинке леггинсов. Теперь подкорректируем линии с учетом новых точек. По низу на передней части леггинсов линия на 1 см завышена, а по задней части соответственно занижена. Линии низа могут идти и горизонтально, но всегда красивее, если спереди низ слегка приподнят, а на задней части соответственно опущен. Если выкройка леггинсов изначально построена правильно, то линии талии находятся на разном уровне. По задней части линия талии слегка приподнимается к центру спинки, а по передней части, соответственно, наоборот, но менее ярко выражена. Сбоку слегка диагонально опускается и выходит в горизонтальную линию талии. Эти наклонные линии должны идеально совпадать с вашей линией талии при примерке. С этими линиями никаких изменений мы проделывать не будем. С изменениями выкройки леггинсов мы на данный момент закончили. Переходим к выкройке плечевого изделия. Так, это у меня спинка, это полочка. Я возьму выкройку с нагрудной выточкой. Если у вас размер груди 2 и больше, и вы будете шить комбинезон без рукавов, то велика вероятность, что в этой части проймы ткань будет немного торчать. Это допустимо, но с выточкой изделие будет сидеть лучше. Выкройка плечевого изделия нам понадобится всего лишь до талии. Можно сразу убрать лишнее. При пошиве топов до талии я знаю, что в моем случае по спинке линия талии ближе к центру спинки выше на 1–1,5 см, в зависимости от типа ткани. Я могу игнорировать этот факт, если шью, например, платье из эластичной ткани, тогда линия талии условно горизонтальная всегда. Но в случае с топами линия талии по спинке выглядит у меня таким образом. Вот здесь угол 90 градусов обязательно. Как вы помните, линия талии на задней части леггинсов приподнята ближе к центру спинки. Соответственно, на спинке топа
линия талии будет приподнята также. На данный момент с выкройкой плечевого изделия мы также закончили. Теперь нам нужно соединить топ и леггинсы. Вырезаем. Вырезаем леггинсы по новым линиям. Теперь мы измеряем все наши линии талии. Шестнадцать и 3. Пятнадцать. Топ полочки я буду накладывать на леггинсы таким образом, поэтому просто переверну его. Пятнадцать и 5. Пятнадцать и 8. Соответственно, топ полочки по линии талии должен идеально совпадать с передней частью леггинсов. Если он не совпадает, нужно подгонять. Также и по спинке. Линии талии по спинке должна идеально совпадать с задней частью леггинсов. В целом, суммарно, линия талии, полочки и спинки у меня равна 31,3, так же как суммарно равны линии талии по передней и по задней части леггинсов. Теперь нужно подогнать таким образом, чтобы вот эти детали и вот эти детали идеально совпадали. Пожалуй, я линию по полочке увеличу, а по спинке уменьшу. Линии талии на леггинсах я трогать не буду. Укладываю линию талии топа параллельно основного отрезка линии талии по передней части леггинсов. Почему просто не измерить линию талии и не увеличить ее до этой цифры? Потому что здесь линия талии слегка приподнимается, и за счет этого она на пару миллиметров увеличивается. Если бы я здесь провела ровную линию, равную 16,3, а затем добавила это скругление, в итоге я бы получила где-то 16,5 по линии талии полочки. Теперь по полочке нужно слегка приподнять линию талии точно таким же образом, как она приподнята на леггинсах. Совмещаем топ и леггинсы, ориентируясь по этому горизонтальному отрезку. И теперь мы можем легко провести идентичную кривую по полочке.
Обрезаем и проверяем. Четко. Вот здесь угол 90 градусов. Как видите, по задней части леггинсов линия талии у меня проведена ровная, в то время как линия талии топа спинки проведена в виде кривой. Я бы могла сразу провести ровную линию, но я провела линию таким образом, как она у меня выглядит, когда я шью исключительно топ, который не соединяется с леггинсами. Если шить исключительно топ, линия должна быть именно слегка кривой, неровной. Если по полочке я увеличивала линию талии, значит здесь мне нужно ее уменьшить и подогнать изгиб линии талии. Теперь топ у меня соединяется с леггинсами, поэтому я вполне могу себе позволить провести линию талии от этой точки к вот этой точке прямую. Соединяем и подгоняем по длине. Выводим новую линию бока. Как в целом понять, насколько линия талии на спинке должна приподниматься ближе к центру? Сейчас я здесь проведу прямую, параллельную линии бедер. Измеряем вот этот отрезок. 1,5 сантиметра. Значит, приподнимать линию талии по спинке, ближе к центру спинки, нужно именно на 1,5 сантиметра. Можно сшить комбинезон, выкраивая переднюю и заднюю деталь цельными, но тогда швы будут проходить по боковым частям, естественно, по центру полочки и по спинке. Не самый красивый вариант, но в целом допустимо. В любом случае, свой первый комбинезон я советую шить отрезным по линии талии. Тогда и спинку можно выкроить цельной деталью и убедиться, что линия талии идеально совпадает с вашей фигурой. Для этого при выкраивании я советую по низу топа и по верху леггинсов добавлять сантиметра по 4, чтобы при первой примерке убедиться, что линия талии идеально совпадает, а если нет, подкорректировать, так как в комбинезонах линия талии может съезжать выше или ниже. Далее нам нужно отметить границы застежки. В моем случае это молния в рамке, но это может быть что угодно. Можно сделать застежку по спинке, по полочке или сбоку. В случае с боковой застежкой лучше всего будет смотреться потайная молния. Молния на комбинезонах сзади – это, конечно, красиво, но не очень практично с точки зрения удобства использования. Я предпочитаю расстегивать комбинезон спереди. Определимся с длиной. Застежка должна идти по всей линии топа, плюс 18-20 сантиметров по брюкам, в данном случае леггинсам. 18-20 сантиметров – это та оптимальная длина, которая обычно используется для молний в брюках. Можно брать длину и поменьше, и побольше, по желанию. Главное, учитывайте, что застежка должна быть достаточно длинная, чтобы вам было удобно надевать и снимать комбинезон. В целом, это та основа, которую нужно знать для построения обычного облегающего комбинезона. А дальше моделирование ограничивается только вашей фантазией.
Например, что нужно знать дополнительно, чтобы смоделировать такой комбинезон, как мой? Нужно знать, как моделировать цельнокроенный воротник-стойку с вырезом и как смоделировать, выкроить и сшить дополнительные детали, в которых будут кольца для шнуровки. Начнем с верха. Быстро покажу, как строить воротник. От этой точки проведем вверх линию, перпендикулярную линии плеча. Длина этой линии должна быть равна длине горловины спинки. У меня это 8 сантиметров. Теперь от этой точки проводим отрезок перпендикулярный нашей новой линии. Длина этого отрезка равна желаемой ширине воротника стойки. У меня это 3,5. Прямой угол, прямой угол. Горловину я опускала всего на 1,5 сантиметра. Теперь проводим линию, который изначально будет идти параллельно нашему первому отрезку. А дойдя до горловины, мы можем либо начать его скруглять здесь, либо еще слегка продолжить прямую линию и начнем скруглять его уже вот здесь. Таким образом, чтобы он уходил в вырез горловины. Но так как здесь мне вырез нужно слегка опустить, мы эту кривую проведем четко до вот этой точки. И вот здесь также обязательно 90 градусов. Воротник готов. Вот так он будет выглядеть в готовом виде. Шов по центру спинки и соединение воротника с плечом. Также у меня выкроены дополнительные детали по спинке и по передней части леггинсов. Эти детали уходят в швы соединения передней и задней части леггинсов. Казалось бы, сделать эти детали, особенно по низу леггинсов, запросто. Да, но не совсем. Легко, если изначально знаешь все нюансы. Детали на леггинсах у меня равны по ширине 3 сантиметра с каждой стороны, а по длине 40 сантиметров. Детали совсем узкие, поэтому вот этот скос можно не учитывать. Детали можно выкроить с прямыми углами здесь. Эти детали выкраиваем со сгибом по вот этим линиям. Выкроенную деталь проклеиваем дублерином, достаточно плотным, чтобы при пробивании металлических колец ткань не повредилась и не деформировалась. Детали выкраиваем с припуском по 1 сантиметру сверху и снизу, и по бокам соответственно. Сначала сшиваем верх и низ, чтобы припуски были внутри и наши уголки красиво смотрелись. По поводу спинки. Деталь у меня выглядит таким образом. Здесь у меня 7,5. По низу 8,5. Это моя дополнительная деталь спинки. Вот здесь у меня пробиты металлические кольца. Эту деталь нужно выкраивать с припуском, который мы будем
проклеивать дублерином и заворачивать под основную деталь. У меня это 2,5. И припуск нужно выкраивать таким образом, чтобы при сгибе он идеально совпадал с линией плеча. То есть в развернутом виде припуск будет немного снижаться, а при сгибе он будет идеально повторять наклон плеча. Если припуск 2,5 см, соответственно проклеить дублерином мы должны 5 см. Проклеиваем дублерином, укрепляем оверлоком с этой стороны. С этой стороны дублерин не будет закреплен строчками или оверлоком, но металлические кольца хорошо его зафиксируют. При таком варианте моделирования мы сначала полностью готовим верх комбинезона, полностью отдельно готовим низ комбинезона и затем соединяем верх и низ по линии талии. Застежка у меня в виде молнии в рамке, дополнительно с откоском, чтобы тесьма молнии не прикасалась к телу. Ссылку на то, как изготовить молнию в рамке, я оставлю в описании. Надеюсь, видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезных и интересных видео. Моделируйте, экспериментируйте и будьте стильными.